Привет, мои хорошие, рада видеть вас на моем канале. В этом видео вам покажу, какие я допустила ошибки, решив поэкспериментировать с дизайном. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки. Обычно, когда я хочу проэкспериментировать и сделать какой-то новый дизайн, то в качестве подопытного кролика выступаю я и все эксперименты провожу на себе. В этот раз было точно так же. Я сделала себе один ноготь с выкладным френчем, где ложе было белое, а возле кутикулы были блесточки. Получилось неплохо, я все это снимала на видео, выставила этот МК в Инстаграм, многим понравилось, много было вопросов, а также было много просьб сделать такое полнометражное видео для Ютуба. Опять делать себе этот дизайн я не хотела, поэтому пригласила девочку-модель, которая согласилась на мои эксперименты, но единственное, она попросила оставить форму и попросила оставить полностью длину. Если честно, я не очень сильно фанатею от такой формы на такой длине ногтей. Мне нравятся острые, если это длинные стилеты. А на такой длине мне больше нравится, конечно, классический миндаль. Но это же не значит, если мне так нравится, то должно нравиться и остальным. Если моим девочкам нравится такая острая форма, то почему бы и нет? Потому что именно им с ними ходить, именно им кайфовать от этих ногтей, именно им смотреть на них каждый день. Поэтому я с удовольствием делаю моим девочкам то, что хотят именно они. Иногда, конечно, я со своего профессионального взгляда вижу, что может получиться не очень красивый конечный результат, и я, конечно, об этом корректно предупреждаю клиента. Чаще всего они, конечно, соглашаются с моим мнением, но, конечно, за мою практику были и такие, которые все-таки настаивали на своем, и мы делали то, что хотели конкретно они, и в конце они были тоже довольны, потому что они хотели именно так. Пишите в комментариях, соглашаетесь ли вы на эксперименты ваших клиентов, либо же всегда настаиваете на своей профессиональной точке зрения. Лично на моем опыте был один случай, когда моя клиентка попросила меня нарисовать череп Микки Мауса. Да-да, вам не послышалось, именно череп Микки Мауса. Я изначально тоже не поняла, думала, что девочка просто хочет, обычную голову Микки Мауса с бантиками, что-то мимимишное, а все-таки оказалось, что нет. Она достала картинку и показала мне именно и снимок черепа Микки Мауса. И я рисовала, потому что так захотела моя девочка, ей так хотелось, это было ее видение. Я могла такое нарисовать, почему бы и нет. Вот такой случай был у меня. Пишите, какие были у вас. После того, как сняла старый материал, приступила к маникюру. А пока я буду его делать, не забудьте подписаться на мой канал, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что вы там найдете всю информацию о выходе моих новых видео, новых розыгрышах, а также найдете бесплатный курс, пройдя который вы сможете получить сертификат. После маникюра аккуратно пилкой прохожусь по поверхности натурального ногтя, чтобы снять жирный глянец, а также пилкой сужаю свободный край. После опила нанесла дегидратор, бескислотный праймер и также перекрыла ногти тонким слоем базы для гель-лака. Использовала базу Коди. Отправила ручку в лампу, чтобы материал подсох. Затем на липкий слой возле кутикулы выкладываю хлопья юки. Сверху хлопья юки перекрываю тонким слоем прозрачного геля. И пока гель еще не высох, сверху выставляю мелкие и крупные полупрозрачные пайеточки.
прошлый раз, когда я делала подобный дизайн, у меня под рукой не было готового полигеля, либо геля молочного, и я решила сделать его самостоятельно. Я к прозрачному гелю добавляла белый гель-лак, все это перемешивала, делала несколько разных замесов, чтобы был материал и полупрозрачный, и плотный. В общем, в этот раз я решила так не заморачиваться и решила просто пойти и купить молочный полигель. В магазине я присмотрелась к акригелям торговой марки Комильфо. Мне показался молочный цвет плотным и насыщенным. Я понадеялась, что он будет очень красиво выглядеть в выкладном френче. Иногда просто так лень делать всякие замесы, хочется просто взять тюбик и получить отличный результат. В работе этот материал показал себя очень хорошо, работать с ним комфортно, он пластичный, не прилипает к кисти, выравнивается. В общем, работать одно удовольствие. После того, как высох второй слой акригеля, приступаю к опилу. Изначально выпиливаю линию улыбки, а затем уже пилкой все корректирую. Вторая ошибка, которая повлияла на конечный результат, это то, что я взяла белый гель-лак и подвела линию улыбки. Казалось, что тут такого? Я уже множество раз так делала и всегда получался суперский результат. Да, но не в этот раз. Нужно было взять вместо белого гель-лака какой-то яркий. А почему так, я расскажу вам чуть попозже. Белый гель-лак высох, я затем набираю на кисти белый гель-желе, выкладываю его на свободный край, сверху приставляю пленку и аккуратно апельсиновой палочкой делаю текстуру на материале. Отправляю руку в лампу вместе с пакетиком. Когда материал полностью высох, снимаю пакетик. Затем на кисточку набираю разные яркие цвета: оранжевый, желтый, неоновый, розовый, и вот так пятнами разукрашиваю свободный край. После того, как эти яркие гель-лаки высохли в лампе, можно было их перекрыть просто прозрачным гелем, и получился бы очень яркий насыщенный дизайн. Но я изначально хотела сделать другой эффект, поэтому к прозрачному полигелю домешиваю вот такие оранжевые хлопья юки. Это точно те же хлопья юки, которые я выкладывала возле кутикулы. Хорошо смешала эти два материала между собой и затем эту смесь выкладываю на свободный край, перекрывая вот этот яркий взрыв красок. После того, как материал высох в лампе, конечно, вытираю липкий слой и приступаю к опилу. После опила осталось перекрыть ногти гелем, и сразу стали видны все ошибки, которые я допустила. В общем, мне не понравился цвет ложи. Когда я выкладывала материал и делала опил, мне он казался более плотным и белее, а после перекрытия он стал какой-то никакой. В общем, эффект был не тот, на который я ожидала. За счет того, что я подвела линию улыбки белым гель-лаком, а затем сделала белую подложку,
то после опила в некоторых местах линия улыбки кажется неровной. Так делать нельзя, лучше было бы подвести линию улыбки чем-то ярким, тогда бы контрастно выглядел бы свободный край и не сливался белый с белым. Мне очень нравится текстура свободного края, получилась ярко, но мне не нравится длина ложи. Кажется, что нужно было сделать немного подлиннее. Сегодня критикую свою работу не для того, чтобы вам пожаловаться или там на себя наговорить, а вы меня чтобы там похвалили. Нет, я показываю свои реальные косяки, хочу, чтобы вы их видели и чтобы это все вам помогло не допускать таких ошибок и чтобы ваши работы ставали идеальнее. Лучше же, конечно, учиться на чужих ошибках. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория.